Бунт на стратегическом объекте, резкое обращение к властям, главный проект Путина под угрозой срыва. Здание Генштаба разрушено, теперь на его месте построят отель. Что произошло и при чем здесь Трамп? Мирные переговоры провалены, прекращение огня сорвано, ситуацию усложняет участие в конфликте ядерной державы. Союзники пошли в наступление, ЕС бьет по Кремлю. Как? Обо всем расскажем. Страна продает ядерные шахты оптом и недорого, но желающих почему-то нет. Об этих и других самых главных событиях воскресного утра 9 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Евросоюз идет в наступление на Кремль. Брюссель устал обороняться после долгих лет дезинформационных атак и фейков. Еврокомиссия создает Центр демократической устойчивости, структуру, которая должна стать мозговым штабом Европы в войне против кремлевских манипуляций. Как пишет The Guardian, Центр войдет в инициативу «Щит демократии», предложенную Урсулой фон дер Ляйен. Его цель – объединить экспертов из всех стран ЕС и государств-кандидатов, чтобы фиксировать попытки вмешательства, координировать ответы и укреплять информационную устойчивость. В документе прямо указано, Россия ведет против Европы гибридную войну, распространяет ложные новости, искажает историю, фабрикует клоны западных изданий. В числе примеров операция «Двойник», когда фейковые сайты, копирующие известные издания, публиковали антизападные тексты, выдавая их за реальные материалы. Центр займется не только Россией, Брюссель обвиняет и Китай в организации пропагандистских сетей. По данным Citizen Lab, только за прошлый год выявлено 123 сайта, управляемых из Пекина, не работающих в интересах КНР. Кроме того, проект предусматривает создание общеевропейской сети факт-чекеров и онлайн-лидеров мнений, которые будут противостоять фейкам в периоды выборов и кризисов. Подробности программы «Щит демократии» Еврокомиссия представит 12 ноября. Но уже ясно, теперь Европа собирается не только защищаться, а бить по источнику лжи. Бунт на атомной стройке Путина. Сотни рабочих бросили реактор и объявили забастовку. На стратегическом объекте под Дмитровградом, где строят революционный ядерный реактор МБР, все стало. Около 300 сотрудников Института Оргэнергостроя отказались выходить на работу. Причина – 2 месяца без зарплаты, ни копейки с сентября, пишет «Коммерсант». Теперь они обращаются к главе следкома. Нечем уже и кредиты платить людям, и долгов много накопилось, и все остальное. На данный момент, соответственно, на площадке «Имбирь», где мы работаем, соответственно, бытовые условия тоже никуда. Туалеты, соответственно, тоже переполнены, не откачиваются. Вода не привозится, покупается за свой счет. Проект, за который отвечает Оргэнергострой, флагман атомной программы Кремля. Лично Владимир Путин называл МБР революционной установкой и основой Международного центра исследований. Стоимость стройки 33,4 миллиарда рублей, но за пафосом разруха и банкротство. По данным суда, только за октябрь против компании подано более 40 исков о долгах, а с лета рассматриваются заявления о ее банкротстве. Но коллективные обращения в России входят в моду. Скоро можно будет проводить смотр-конкурс. Еще одно обращение к Бастрыкину сняли уже москвичи, которые отобрали свою 5 выступающих с нетфликсовской непредсказуемостью. Речь идет о вопиющих фактах, произошедших 5 ноября 2025 года, которые включают в себя нанесение ущерба особо крупного размера природно-историческому парку Покровское-Стрешнево. Во-первых, один из рабочих, действуя умышленно и демонстративно, направил на жителя работающую бензопилу с заведенной шиной. Он подошел вплотную на расстояние 20-30 сантиметров и удерживал этот смертельно опасный инструмент, направленный прямо на человека. Интересно, отзовутся ли на их обращение, кто извинится на камеру, а кто поедет воевать? Как думаете? Не забудьте написать в комментарии. Мирные переговоры провалились с громким скандалом. Страны не смогли договориться о том, кто отвечает за безопасность на пакистанской территории. Представитель талибов заявил, что Исламабад требует невозможного, чтобы Афганистан отвечал за внутренние проблемы самого Пакистана.
Пакистан хотел переложить ответственность за свою внутреннюю безопасность на Афганистан, то, что выходит за рамки возможностей Афганистана. Афганистан не был готов брать на себя какую-либо ответственность за безопасность от имени другой страны. Мусульманская нация Пакистана – братья афганцев. Исламский Эмират Афганистан желает им благополучия и мира и в пределах своей ответственности и необходимости обязуется к сотрудничеству. Тем временем в Исламабаде подтвердили, переговоры в Стамбуле провалились, но огонь пока не откроют, если с афганской стороны не последует новая атака. Всего за день до этого на границе вновь загрохотали выстрелы, военные обеих стран обменялись ударами, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, подписанное в октябре в Дохе. Количество погибших на северо-западе Турции в результате пожара на складе парфюмерии в районе Дилавасы провинции Каджаэли растет. Пламя вспыхнуло утром, а взято под контроль примерно через час после прибытия пожарных и спасателей. Сегодня, к сожалению, мы потеряли 6 граждан в результате пожара, произошедшего на предприятии в нашем районе примерно в 9 часов утра. В этом инциденте также пострадали 4 человека, один из них находится в критическом состоянии из-за ожогов. Губернатор провинции говорит, что причина возгорания пока неизвестна, но власти уже начали расследование. По предварительным данным, на складе хранились легковоспламеняющиеся вещества, что могло спровоцировать мгновенное распространение огня. Украина переходит на американский газ. Подписано историческое соглашение до 2050 года. Кроме того, Украина подписала контракт с польским энергетическим гигантом ПКН «Орлен» на поставку не менее 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа из США. Украина и греческая компания Atlantic Sea LNG Trade подписали меморандум о регулярных поставках американского сжиженного природного газа через греческие терминалы. Речь идет о будущих регулярных поставках американского газа в Украину через греческие газовые терминалы и вертикальный коридор. По его словам, соглашение позволит гарантировать стабильные поставки СПГ, а также встроить украинскую газовую инфраструктуру в европейскую логистику. Кроме того, оно создаст долгосрочную систему хранения и транспортировки американского газа. НАТО разрушило здание Генштаба, а теперь его снесут, а вместо него Трамп построит отель. Причем в самой столице, к тому же Сербии. Парламент страны утвердил закон, позволяющий снести здание Генерального штаба в Белграде, разрушенное во время бомбардировок НАТО в 1999-м. Документ лишает объект статуса культурного наследия и создает правовую основу для начала проекта строительства роскошного отеля, связанного с семьей Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times. Мы открываем пространство и создаем возможности для движения страны вперед. Это наша главная цель и наша главная задача. Также мы надеемся, что такой шаг приведет к улучшению отношений с администрацией Трампа и Соединенными Штатами. Оппозиция раскритиковала инициативу. Депутат Мариника Тепич назвала здание Генштаба символом сопротивления и обвинила власти в попытке угодить Трампу. Сегодня вы хотите превратить этот символ в роскошный комплекс, чтобы угодить Дональду Трампу. На месте, где когда-то падали бомбы, вы теперь планируете разливать шампанское. Здание Генштаба, построенное в 60-х, считалось образцом югославского модернизма. Оно было разрушено авиаударами НАТО в 1999 году во время конфликта в Косово. Идею строительства отеля на этом месте Дональд Трамп озвучивал еще в 2013-м. В мае 24-го сербские власти одобрили план проекта стоимостью около $500 миллионов, предусматривающего возведение отеля на 175 номеров и 1500 жилых помещений, а также мемориала жертвам бомбардировок. Реализация проекта была приостановлена после возбуждения уголовных дел против чиновников, которые эту сделку одобрили, но на прошлой неделе депутаты правящей партии инициировали рассмотрение нового законопроекта в ускоренном порядке, что позволило возобновить обсуждение и снять юридическое ограничение для сноса здания. Российский вице-премьер Трутнев хвастается, как ездил в Украину пострелять из снайперки. Он также и полпред Путина на Дальнем Востоке, и он публично признался, что ездил под Угледар. По его словам, он поучаствовал в боях, добавил, что город завоевали, и там почти не осталось целых домов. Я работал из этого дома, вот. Это было под Угледаром, да? Таким же оружием, под Угледаром. Дома этого, правда, уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два.
Второй выстрел. Я скажу честно, было очень интересно вернуться в уже завоеванный Угледар, уже в освобожденный Угледар. Ну, стрелял ГШК. Мы 30-кой, да? От души, да. Там вот сколько у него боекомплект было, настолько и стрелял. Фактически один из высших чиновников страны описывает участие в войне как развлечение, сравнивая убийство с сафари. Высказывание Трутнева уже вызвало волну возмущения в соцсетях. Пользователи называют его признание доказательством того, насколько глубоко российская элита погрязла в культе насилия и воспринимает войну не как трагедию, а как возможность для демонстрации силы. Шахты под Байконуром продают как металлолом, но желающих нет. Прошло почти 30 лет с тех пор, как Казахстан официально отказался от ядерного оружия, но следы советской военной эпохи по-прежнему торчат из земли, буквально. После распада СССР Казахстан унаследовал внушительный ядерный потенциал, около 1400 боеголовок и 104 шахтные установки, 194 испытательных туннеля, десятки бомбардировщиков и инфраструктуру для ядерных испытаний. К 1996 году все оружие было вывезено в Россию, а шахты уничтожены. Тогда президент Нурсултан Назарбаев представил ликвидацию пусковых установок как одно из главных достижений своей эпохи. Казахстан стал страной, добровольно отказавшейся от ядерного статуса. На госаукционе сейчас появился лот «Стальные материалы и лом черных металлов на территории космодрома Байконур». По сути, это разрушенные шахты, бетонные блоки и фрагменты оборудования. Цена 449 миллионов тенге. Это практически $1 миллион США, но 4 ноября торги не состоялись, потому что не подано ни одной заявки. Инфракос, компания, которая владеет этим всем, также безуспешно пытается продать и другие объекты, недостроенные дома, цистерны, старые вагоны и кабельную сеть. Вокруг части сделок уже начались расследования, прокуратура выявила нарушения и неуплату по контрактам. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.